5. Покушение. С первыми лучами солнца Винсент собрался посетить Британи. Этим утром, после ужаса, пережитого ночью, он вознамерился разобраться со своей невестой, поставить ей жесткие условия. «Пусть выбирает. Либо я, либо Даррелл. Хочет тратить мои деньги, придется меня слушаться. С момента нашей встречи она жила как графиня. Я ни разу ни в чем ей не отказал. Что-то не нравится? Может попробовать себя в роли супруги военного». В каюте девушку он не нашел и поспешил подняться наверх. На палубе Британи тоже не оказалось, а вот бандитов Даррелла было полно. Они, как обычно, усмехались и подтрунивали над ним. Оскорбления и насмешки сыпались на Винсента, как горох. «Эй, высокородный, покажи нам фокус, исчезни!» — крикнул кто-то ему вслед грубым голосом. «Ха-ха-ха! А тебе говорили, что отсутствие мозга нельзя скрыть за красивой одеждой!» «Ты напоминаешь мне океан! От тебя тошнит!» У одного из бортов «Призрака», наблюдая за всей этой сценой, пылая от ярости, стояла Марго. «Винсент, не желаешь пригласить меня на чашку кофе, а заодно свалить от этих тупиц?» Не дожидаясь ответа, она схватила его под руку и потащила за собой. «Правильное решение, дамочка! Забирай этого слюнтяя и проваливайте!» Негоже привлекательной незамужней девице нянчиться с дубоватым калекой. Посмотри вокруг себя, и ты увидишь, здесь полно настоящих мужчин. Молокосос обзавелся мамочкой. Войдя в каюту и усевшись на стул, Марго сразу же заговорила. «А знаешь, Винсент, ты теперь звезда. На корабле все только о тебе и судачат». Она прикрыла ротик ладошкой, но блеск ее зеленых глаз не мог скрыть желание разразиться хохотом. «Звезда? О чем ты говоришь?» Когда я разыскивала Британи, поднялась на мостик. Думала спросить у капитана Вольта, не видел ли он мою подругу. Вот уж не думала, что на судне можно так спрятаться. Ну, или потеряться. Так вот, Даррелл стоял рядом с капитаном и слушал, как Кок рассказывал Вольту о ночном происшествии. Твой дружок-лейтенантишка разболтал историю всем на корабле. Вот почему тебя называют болваном и шутят над тобой. Она перекинула ногу на ногу, борясь с подолом своего платья. «Я обзавелся серым лисом, чтобы защитить и не дать ограбить нас. Дарреллу и его людям нельзя доверять. А по поводу случившегося, я и подумать не мог, что посреди ночи, взяв у Вольта запасной ключ, Боб соберется зайти ко мне в каюту и принести чай». Он подал Марго чашку с горячим напитком. Серым лисом? Ты дал пистолету имя? «Нет, так называл его старик-оружейник». Винсент расстегнул пиджак и положил на стол огнестрел. Что за старье? Из этой штуковины можно стрелять? Дорого ты заплатил за него? Кажется, тебя опять обманули. Если не считать нескольких монет, что я обронил при бегстве из дома оружейника, пистолет достался мне бесплатно. Но я не жалею о потере. Уверен, оно того стоило. Бегстве? Ты снова украл? Нет, просто... Ты сам только что сказал, что пистолет достался тебе бесплатно. Перебила она его, не дав договорить. Оттопырив мизинчик, Марго приложилась губами к чашечке с кофе. Винсент, в последнее время с тобой и вправду происходит что-то странное. В чем-то Даррелл оказался прав. Ты ведешь себя так, будто тронулся умом. Сперва украл у родителей деньги и драгоценности. Теперь этот дурацкий пистолет. Что дальше? Убьешь кого-нибудь? Она покачала головой. И зачем ты только послушал его?
Прежде чем решиться на столь необдуманный шаг, сперва мог бы посоветоваться со мной? Возможно, ты права, Марго. Но после разговора с предками мне казалось, что нет другого выхода. Винсент, выход есть всегда. Даррелл воспользовался твоим доверием, повернул ситуацию в свою пользу. Теперь-то ты понял, что его дружба не стоит и пенса. Несмотря на то, что ему было стыдно признать свою ошибку, он молча кивнул. Марго ткнула Винсента носом в его собственную глупость, как несмышленого котенка. Я думала, что ты не сможешь совершить более глупый поступок, чем сбежать из родительского дома. Однако тебе удалось меня удивить. Разругался с Британи, влепил ей пощечину. Это фиаско, Винсент. Британи сама виновата. Перед тем, как говорить разные глупости, ей следовало бы подумать о последствиях. Да что она такого сказала? Тебе точно лучше не знать. Да уж. Всю свою сознательную жизнь я нянчилась с подругой. Нынче внутреннее чутье подсказывает, что теперь мне придется приглядывать за вами обоими. Марго вздохнула и покачала головой. Подумать только. Сейчас я могла бы смаковать дорогое вино и выслушивать в свой адрес дифирамбы от какого-нибудь очередного богатенького поклонника, лежа в огромной кровати где-нибудь в центре Лондона. Она поморщила носик. Вместо этого плыву неизвестно куда на гнилой посудине. Тишину нарушил настойчивый стук в дверь. «Войдите! Открыто!» — крикнул Винсент. На пороге появился длинноволосый человек в красном мундире из команды Даррелла. Лицо солдата выглядело более чем серьезным. Это с ним Марго стояла на палубе у берегов Азорских островов. Винсент, хватай лиса за хвост, враг на горизонте. Расхохоталась она. Ее заливистый смех вынудил улыбнуться стоящего в дверях. «Чем могу быть полезен?» Поинтересовался Винсент, пристально разглядывая солдата. Не сказать, что человек в мундире сержанта сразу понравился ему, но выглядел он куда достойней остальных людей Даррелла. Выглаженная форма, обаятельное лицо и искренний взгляд. Позвольте представиться. Сержант Каллахан. У меня срочные новости для вас, милорд. Ну, раз они срочные, выкладывайте, не заставляйте же их ждать. Встряла Марго, не скрывая любопытства. Лорд Винсент, могли бы мы переговорить с вами наедине? Каллахан посмотрел на нее суровым взглядом, как бы попросив девушку покинуть каюту. Ого, да у нас тут секретики. Что ж, мальчики, не буду вам мешать. Марго поднялась со стула и направилась к выходу. На мгновение задержалась возле солдата. Ведите себя хорошо, сержант. После этих слов она подмигнула Каллахану и выпорхнула из каюты. Оставшись наедине с незнакомцем, Винсент инстинктивно потянулся к пистолету. «Пусть только дернется, и я вышибу ему мозги». «Слышали, что сказала вам дама?» Он взглядом указал на огнестрел. Так точно. Мне приказали вести себя хорошо. Он снова улыбнулся. Разрешите оставить ружье у стены? Винсент кивнул. Каллахан прислонил мушкет к шкафу и подошел к столу. «Присаживайтесь. Не желаете кофе?» Спасибо, но нет. Я спешу. У меня новости касательно жизни и смерти. Тихонько проговорил он. Его выправка и компетентность могли сказать Винсенту о многом. Обычно такие люди имели неплохие перспективы для своего служебного роста. Одним словом, молодой человек располагал к общению. «Выкладывайте. Но сперва скажите мне, с какой стати я должен верить вам?» Все просто, лорд Стерлинг. Когда-то ваш отец спас моему жизнь. Скажем так, я возвращаю долг. «Вот это да! Очередная издевка? Давайте на чистоту, Каллахан. Вас подослал ко мне Даррелл?»
Винсент улыбнулся, заглянув солдату прямо в глаза, стараясь скомпрометировать сержанта. Вы мне не верите? Что ж, постараюсь убедить вас в моей искренности. Помню, отец рассказывал, что любимым выражением лорда Стерлинга, старшего, были слова «переноси с достоинством то, что изменить не можешь». Кажется, так? Надеюсь, я ничего не перепутал? Винсент напрягся. Выходит, это правда? Улыбка сошла с его лица. Что вам известно? Сегодня ночью к вам явится убийца. Даррелл знает, что вы очень богаты, и все ваше состояние на корабле. Он пообещал заплатить одному из наших новеньких за то, чтобы вас убили. Вам перережут горло, а тело выкинут за борт. Так вот, значит, как это произойдет? Задумчиво проговорил Винсент. Я британский солдат и не собираюсь участвовать в заговоре убийства сына известного аристократа. Милорд, верьте мне, уже одно то, что я здесь, ставит меня под удар. В животе у Винсента похолодело. Значит, это случится сегодня. Получается, все это время я был прав. Мой бывший лучший друг хочет убить меня, забрать деньги, фамильные драгоценности и невесту. Ну, конечно. Зачем Дарреллу инвестор, которому придется отдавать долг с процентами? Куда проще и выгоднее избавиться от меня и успешно жить в Америке с моей красавицей-невестой. Думаю, вам понятно, что лейтенант ничем не рискует. Продолжил Калахан. Если убийцу вычислят и схватят, никто не поверит рассказу какого-то гражданского. Даррелл будет все отрицать, скажет, что не имеет к покушению никакого отношения, а после лично вздернет его на рее. Британский офицер имеет на это полное право. Ни у кого на борту не возникнет к нему вопросов. Все знают, что вы друзья детства, к тому же компаньоны. И что же мне делать? Калахан с подозрением глянул на серого лиса и ухмыльнулся. Вы уверены, что эта штуковина стреляет? Хотите проверить? Нет, но для начала было бы неплохо его зарядить. Милорд, не будьте глупцом. После этих слов Винсент почувствовал себя полным дураком. А ведь и правда, карлик дал ему пистолет, но не говорил, что тот заряжен, и словом не обмолвился. Как же он был смешон, угрожая сержанту разряженным огнестрелом. Что если бы прошлой ночью к нему в каюту пришел не Боб, а настоящий убийца? Он представил надгробную плиту над своей могилой. Винсент Стерлинг — вор, трус, идиот. Не такой след в истории надеялся оставить Винсент, но запомнит его именно таким. Пули у вас есть? Не дожидаясь ответа, Калахан вскрыл подсумок на своем ремне и положил на стол несколько свинцовых шариков, свертков с порохом и кремний. Воспользуйтесь преимуществом. Убийца не знает, что вы в курсе заговора, и будете поджидать его. Сержант встал из-за стола, поклонился и пошел к двери, по пути захватив свой мушкет. «Постойте!» Винсент окликнул Калахана, когда тот открывал дверь, чтобы выйти. Что еще? «Вы не могли бы мне показать, как заряжать эту штуковину?» Да-да, я слышал историю с корабельным поваром. Теперь понятно, почему пистолет не выстрелил. Умея вы обращаться с оружием, Кок сейчас был бы на небесах. Здоровяк родился в рубахе. Он вернулся к столу. Смотрите внимательно и запоминайте. Я научу вас. Винсент нервно сжимал пистолет в руке, не в силах отвести напряженный взгляд от двери. Вторую ночь океан был неспокоен.
призрак болтало из стороны в сторону. Под порывами ветра волны вздымались все выше и выше. На темном небе сверкали молнии, слышались раскаты грома. Дождь лупил по стеклу похоронную мелодию. Подвешенная под потолком масляная лампа раскачивалась, описывая вокруг своей оси еле заметные обороты. Ее свет метался от стены к стене, освещая скудный интерьер каюты. Тени, отбрасываемые предметами, расползались по полу и стенам зловещими черными кляксами. Пока Винсент ждал убийцу, в памяти всплывали воспоминания о детстве, проведенном с Дарреллом, конные прогулки, совместная охота. С тех пор, как его друг отправился на войну, он сильно изменился. Теперь казался совершенно другим человеком, как и Британи. Винсент боялся предстоящей встречи. Сидел и ожидал неизбежности, словно загнанный в ловушку дикий зверь. Терзался скорбными мыслями. Может, вообще не стоило это все затевать? Послушал бы родителей и не оказался в такой ситуации. Но откуда мне было знать? А ведь отец предупреждал. Какой же я кретин! Сейчас придет убийца. И что я буду делать? Бежать? Но куда? Вокруг бескрайний океан. Если я выживу сегодня ночью, завтра Даррелл отправит ко мне очередного головореза. Это не была игра на интерес в тень и даже не игра в кита на пару геней. Это игра на жизнь. Его жизнь. И Винсенту придется сыграть, хочет он того или нет. Замок щелкнул, дверь приоткрылась, и темный силуэт скользнул в каюту. Винсент притворился спящим. Сейчас тяжесть пистолета не вселяла в него никакой уверенности, но с серым лисом в руке у него был шанс выжить. Сквозь тонкую щелку приоткрытых глаз Винсент следил за неизвестным. Убийца с ножом в руке сделал шаг в сторону кровати. Замер, немного постоял, снова шагнул вперед, стараясь ступать как можно тише. Волна с неимоверной силой ударила в борт призрака, и судно покачнулось. Масляная лампа подлетела к потолку, и он увидел лицо убийцы. Винсент узнал оскалившегося усатого мужчину с гнилыми зубами, прежде чем физиономия с густой щетиной скрылась в темноте. Это он в порту Сан-Мигеля назвал меня морковным сблевышем. Винсент даже вспомнил имя. Даррелл называл его Полка. От сильной качки бандит потерял равновесие и попятился назад. Деревянный пол под его ногами скрипнул. «Да чтоб тебя, гнилое корыто!» Выругался он. Лампа продолжала болтаться. Свет упал на жертву, и Полка заметил, что глаза Винсента приоткрыты. «Гляжу! Не спите, мистер!» Убийца обратился к нему грубым голосом и встал в полный рост. Винсент подавился страхом. Крик застрял у него в горле. «Я перережу вам глотку. Прежде чем на ваши вопли сбегутся, я буду далеко отсюда». Полка улыбнулся, хвастаясь кривыми желтыми зубами. «Знаете, мистер, будь у меня золото на корабле, я бы тоже не спал. Боялся, трясся за свою никчемную жизнь». Винсент беспорядочно двигал кадыком, силясь что-то ответить. Во рту у него пересохло. «Только посмотрите на себя. Для такого мерзкого щенка дожить до 23 лет уже подвиг. Вы должны были погибнуть еще в утробе. Но ничего, мистер, будьте покойны. Ваши денежки достанутся более достойным людям.
Бандит упивался самодовольством. «Больше ни шагу! Или я выстрелю!» Винсент достал пистолет из-под одеяла и направил оружие на человека Даррелла. «Думаете, напугать меня? Все мы слышали историю про ваш пистолет. Сделайте одолжение. Уберите это ржавое старье и не смешите меня». Он куражился, чувствуя запах легкой поживы. «Смотрю, ручонки-то у вас трясутся. Страшно, поди, мистер. Будь огнестрел заряжен, вы давно бы выстрелили. Покончим с этим быстро. Обещаю, больно не будет». Полка облизнул нож и кинулся вперед. Грянул выстрел. Мозги нападавшего разлетелись по каюте, окропив кровью лицо и одежду Винсента. Полка замер, зашатался и рухнул рядом с кроватью. Винсент дышал сбивчиво, глядел на бездыханное тело, вокруг которого растекалась темная лужа, силясь прийти в себя. Сделав глубокий вдох, он вскочил и ринулся из каюты, побежал к любимой, выбил плечом дверь. Британи лежала на полу. Ее зеленое платье было разорвано, а волосы растрепаны. Даррелл ерзал, лежа на ней. Он рукой закрыл девушке рот, чтобы заглушить крики. В момент, когда Винсент ворвался в каюту, лейтенант обернулся и, пораженный внезапным появлением друга, на мгновение застыл. Винсент больше не боялся. Гнев застилал ему глаза. Тело дрожало от волнения. «Сейчас же слезь с нее!» Звук его голоса эхом отразился от стен. Даррелл был уже на ногах. «Она сама меня попросила. Идиот, неужели ты так ничего и не понял?» Застегивая пуговицы на брюках, он глянул на Британи, которая, тихонько хныкая, ползла по полу. Винсенту захотелось выбить из Даррелла душу и представить ее на божественный суд. Он бросился на бывшего друга, но тот отскочил к стене и с размаху ударил Винсента по лицу, вцепился ему в глотку и принялся душить. Британи налетела на Даррелла сзади, схватила за волосы, потянув на себя. Пусти его! «Дура! Что ты делаешь? Ты за кого вообще?» Завопил лейтенант, ослабив хватку. Винсент воспользовался моментом и оттолкнул его. Заваливаясь на спину, Даррелл локтем ударил Британи в живот. Она вскрикнула и повалилась на кровать. Винсент налетел на него, сбил с ног, сел сверху и принялся наносить удары. Даррелл умело закрывался, выставляя перед собой руки. Корабль снова тряхнуло. Они разлетелись в разные стороны, но тут же вскочили на ноги, готовые вновь сцепиться. Британи, распластавшиеся поперек кровати, их уже не интересовало. В каюту ворвался Боб, за ним капитан. Овальное лицо схватил обоих дебоширов за загривки. Из чего удумали? Решили разнести мой корабль? Хотите, чтобы мы пошли ко дну? Вольт выразился крепкой бранью. Не можете объясниться словами? Марш на палубу! Там и выясняйте отношения, а не палите в борт корабля из пистолетов! У двери уже собралась толпа, все сбежались на выстрел, прогремевший в каюте Винсента, и вопли капитана. Растолкав солдат и матросов в стороны, Марго протиснулась к Британи, которая корчилась на кровати, обхватив живот руками. Она накрыла ее пледом, пряча полуобнаженную грудь подруги. «Капитан! Этот человек подослал ко мне убийцу! Хотел изнасиловать мою невесту! Даррелл! Вызываю тебя на дуэль!» «Дуэль? Ты вызываешь меня? Что ж, стреляемся!»
Сойдетесь, когда качка и ветер стихнут. Вмешался Вольт. За бортом штормит. Для дуэли скверная погода, лейтенант. Пока вы не совершили глупость, у вас будет время подумать над своим поведением и примириться. Примириться? Ну уж нет, капитан. Этот щегол угрожал офицеру Его Величества. Бросил мне вызов. В прошлый раз я стерпел и не стал опускаться до уровня вашего кока, запустившего в меня ножом. Но сейчас меня оскорбил аристократ. Я требую сатисфакции немедленно. Или по прибытии в Порт-Айн я первым делом подам рапорт, в котором изложу все в мельчайших подробностях. Вы не имеете никакого права препятствовать британскому офицеру отстоять честь мундира. Глаза его сверкнули, губы скривились в хищном оскале. Вольт на мгновение задумался. Что ж, как вам будет угодно, лейтенант. Немедленно, так немедленно. Но не стоит забывать, Даррелл, ваш выстрел, как и выстрел Винсента, с легкостью может угодить в молоко. Позволю себе напомнить вам, над нами вот-вот разыграется шторм. И мне это хорошо известно, капитан Вольт. Оставим сие на суд Всевышнего. Пусть Господь решает, кому жить, а кому умереть. Растолкав присутствующих, Даррелл вышел из каюты.